За 2025 год в России ликвидировали 35,5 тысяч предприятий общепита. Это на 10% больше, чем в 2024 году. А уже на начало этого года в России закрылось на 30% больше заведений, чем за тот же период в прошлом году. Бу! Испугался? Не бойся. Если ты правильно выберешь помещение для бизнеса, то твой шанс выжить на 50% больше. В этом ролике мы проведем полный чекап вашего будущего помещения. Научимся находить самые денежные точки на карте, проверим техничку так, чтобы ремонт не пришлось переделывать. А в конце я научу вас правильно дожимать арендодателя по договору. Еще я расскажу, где скачать чек-лист по подбору помещения для бизнеса. Поехали! Прежде всего вы должны понять, что не существует идеального помещения. Есть помещение, которое подходит под конкретный формат, а есть то, которое его просто убьет. Поэтому для простоты мы будем разбирать все на примере трех типов общепита. Первый — это классика. Место, куда люди приходят посидеть, поесть, пообщаться, то есть это рестораны, кафе, бистро. Второй у нас это формат с собой. Когда человек не задерживается, он взял еду, кофе и пошел дальше по своим делам. Это, соответственно, кофейни, фастфуд и стритфуд. И третий формат — это dark kitchen. То есть место, где еда просто готовится под доставку. И тут основная мысль в том, что для каждого из форматов нужна абсолютно разная локация, разные требования к помещению и вообще разный подход к выбору. Так, с этим мы разобрались, и теперь давайте к сути. Начнем мы свой поиск идеального помещения с того места, где это помещение, собственно, и стоит. То есть локации. Локация в общепите — это архиважно. Многие заведения вообще свое позиционирование выстраивают вокруг локации. И для каждого из наших форматов локация тоже нужна разная. Рестораны и кафе — это место, куда специально идут. Поэтому здесь лучше всего работают центры города, туристические зоны, улицы с вечерним трафиком. Именно вечерним, потому что днем там вообще может быть пусто, и это нормально. Обязательно обратите внимание на парковки рядом или хотя бы подъезд для такси. Второе — это видимость. Вас и вашу вывеску должно быть заметно с улицы. Ну и, конечно же, окружение. Офисы, дорогое жилье, туристы — все это обеспечит вам поток клиентов. Теперь формат с собой. Здесь уже все иначе. Человек к вам идти не планировал, он покупает по пути, поэтому нужно встать у него на пути. Буквально у него на пути. Если ему придется идти хотя бы 5 минут в сторону, он пройдет мимо. Поэтому надо вставать рядом с метро, остановками, университетами, бизнес-центрами, перекрестками. Поток здесь будет утром и днем. И смотрим мы здесь на плотность потока, то есть сколько людей проходит именно мимо точки. И второе — это конкуренты поблизости. Если их нет, странно. Нужно задуматься, почему их там нет. И третий формат — Dark Kitchen. Здесь люди не приходят, и трафик нам не важен. Можно брать недорогие помещения в спальных районах, промзонах и даже подвалах. Но есть и критичные вещи. Самое главное — это зона доставки. Здесь вы должны максимально покрывать жилые зоны. И второе — это удобный подъезд для курьеров, без пробок и сложных развязок. Итак, мы поняли, что для каждого формата нужна своя локация. Кому-то трафик нужен, кому-то нет. Но кто такой этот ваш трафик и как его правильно считать? Первый и самый простой способ — это ручной подсчет. Берем механический кликер, стоит он копейки на маркетплейсах, и идем в поля. Считаем мы минимум 3 дня. Вторник, четверг и субботу. В разные интервалы дня. Завтрак, обед, ужин. Здесь важно не считать всех подряд. Если вы открываете кофейню, то ваш клиент — человек со смартфоном в руках, в наушниках или с ноутбуком. Пенсионеры с тележками — это пустой трафик для вас. Они создают массовку, но не дают кассу. Второй метод — это шпионаж по чекам. Это самый честный подход узнать выручку конкурентов. Заходите к соседям в 9 утра, покупаете кофе, смотрите номер чека, например, номер 155. Заходите за 15 минут до закрытия и покупаете еще раз. Чек номер 250. Математика для первого класса. За день было 95 транзакций. И умножаете на средний чек по рынку и понимаете, стоит ли вообще лезть в эту локацию. Цифры не врут, в отличие от арендодателей. Третий метод — геосервисы.
Если вы новичок, то не надо сразу покупать отчеты за 100 тысяч рублей. Зайдите на Яндекс.Карты, посмотрите тепловые карты активности, используйте 2GIS, чтобы увидеть слои бизнеса, где офисы, где вузы, где жилые дома. Для профи есть сервисы вроде Best Place или GeoIntellect. Они покажут вам даже уровень дохода людей в этом районе, но на старте вам хватит простого анализа окружения. Теперь о том, что убивает трафик на подлете. Первое — это барьеры. Если до вашей двери нужно подняться на 10 ступенек вверх или спуститься в подвал, поздравляю, вы только что отрезали 30% трафика. Если нужно переходить дорогу или обходить забор, то еще минус 20%. Люди патологически ленивы. Идите туда, где им удобно наткнуться на вас. Второе. Отсутствие конкурентов. Запомните, если в радиусе километра нет ни одной кофейни, то это не значит, что вы гений или нашли голубой океан. Скорее всего, здесь просто нет клиентов и нет денег. Конкуренты — это маркер спроса. Бойтесь мест, где их нет. И отдельная история — это торговые центры. Трафик уже здесь, он теплый, он пришел тратить. Вам не нужно зазывать людей с улицы. Но вы раб торгового центра. Аренда — космос. Плюс процент от оборота, плюс жесткий график. Закрылись на 5 минут раньше — штраф. Решили сменить меню без согласования — штраф. ТЦ подходит только если у вас понятный массовый продукт и вы готовы работать в долгую, с очень низкой маржой, но на огромных объемах. Вы нашли идеальное место. Трафик зашкаливает, цена сказка, вы уже рисуете в голове дизайн-проект. Стоп! Выдыхайте. Сейчас мы будем превращаться в занудных инженеров, потому что если ваше помещение не подходит по техничке, то ваш бизнес закончится, не успев и открыться. Давайте разберем главных убийц общепита. Первое и самое больное — это электрическая мощность. Это база. Для маленькой кофейни нужно минимум 15 киловатт. Это вот база. Для полноценного ресторана от 15 до 100 киловатт. Например, вы арендуете помещение, где раньше был магазин одежды. Там всего 5 киловатт. Очень-очень affordable. Но чтобы печь пиццу и варить кофе, вам нужно еще 30. А электросети города говорят, свободных мощностей нет. Это печально. И все. Вы либо работаете на углях, либо вваливаете пару миллионов в прокладку нового кабеля через полквартала. Всегда требуйте акт разграничения мощностей, прежде чем давать задаток. Второе. Вентиляция. В общепите нельзя просто открыть форточку, вам нужна свечка. Это отдельный вент-канал, который идет выше здания. А если вы на первом этаже дома, а вытяжки на крыше нет, то забудьте про жарку мяса. Жильцы сверху устроят вам ад. А Роспотребнадзор закроет вас после первой же жалобы на запах котлет. Для Dark Kitchen вентиляция — это вообще 40% всех затрат на ремонт. Проверьте, можно ли вообще долбить фасад под трубы. Если здание памятник архитектуры, то все, вы приехали. Это печально. Третье. Мокрые точки. По Санпину грязная посуда не должна пересекаться с чистой, а туалет персонала с гостевым. Смотрите планировку. Если у вас одна труба в углу, а кухня должна быть в другом конце зала, то готовьтесь стробить полы и ставить насосы, которые постоянно ломаются. И не забудьте про жироуловители. Без них ваша канализация встанет через месяц, а вы получите огромный штраф от водоканала. Четвертое. Входы. Для ресторана нужен парадный вход для гостей и служебный для продуктов. Таскать мешки картошки через главный зал, где люди едят десерты, это колхоз и нарушение норм. А для Dark Kitchen вход для курьеров должен быть идеальным. Никаких шлагбаумов, кодовых замков и узких лестниц. Курьер теряет 2 минуты на входе, вы теряете лояльность клиента и рейтинги в агрегаторах. И, конечно же, не забывайте мелочи, которые стоят дорого. Первое — это высота потолков. Если они ниже 3 метров, то будет душно и тесно. Вентиляция съест еще 30-50 сантиметров. Второе. Состояние полов. Выдержат ли они тяжелое оборудование? Третье. Освещение. Есть ли естественный свет? Для ресторана это уют, для Dark Kitchen это просто экономия на электричестве. Запомните, технические косяки — это всегда скрытые расходы. Если арендодатель говорит, тут все просто, сделайте ремонт и заработает, то он скорее всего врет. Локация — огонь, техничка — идеал, вы готовы открыть шампанское? Рано.
Сейчас мы входим в зону самых дорогих юридических ошибок. Запомните, арендодатель вам не друг. Его задача сдать квадратные метры подороже и сбросить с себя все проблемы. А ваша задача выжить. И прежде чем макать перо в чернильницу, посмотрите на историю объекта. Если помещение висит на Авито полгода, с ним что-то не так. Ликвидные точки в общепите улетают за пару дней. И если объект завис, то либо там заоблачная цена, либо скрытый юридический дефект. Здание по сносу, судебной тяжбы или проблемы с собственником. Золотое правило. Проверяйте выписку из ЕГРН. Вы должны подписывать договор с владельцем, а не с братом троюродного племянника. Никогда не платите аренду с первого дня. Ремонт в общепите – это 2-3 месяца минимум. Требуйте арендные каникулы. Если собственник жадный, просите ступенчатую ставку. Например, первые 3 месяца вы платите 50%, пока настраиваете процессы и трафик. А на полную ставку выходите через полгода. Или договаривайтесь на процент от оборота. Это идеальный сценарий, когда арендодатель становится вашим партнером и тоже заинтересован, чтобы у вас стояла очередь. Теперь про мелкий шрифт, который съест вашу прибыль. Первое – коммунальные платежи. Требуйте прямые договоры с теми, кто поставляет ресурсы. Если вы платите на руки арендодателю, вы будете оплачивать его долги и огромные наценки. Второе – вывески и фасад. Можете ли вы повесить свой логотип? Если здание историческое или УТЦ жесткий дизайн-код, ваша реклама может оказаться под запретом. Третье – срок договора. В общепите нельзя подписывать договор на 11 месяцев. Только долгосрок 3, 5, 10 лет, потому что вы вкладываете миллионы в ремонт чужих стен. И если через год вас попросят на выход, то вы потеряете все. Регистрируйте договор в Росреестре. Кстати, иногда проще купить переуступку прав от другого бизнесмена, который закрывается или переезжает. Вы заезжаете в готовый ремонт с техникой. Тут обращайте внимание на долги по свету и воде. Бывает так, что старый владелец накопил миллионный долг и просто сливает неликвид. И главное, финмодель. Аренда не должна убивать ваш бизнес. Если она больше 15-20% от вашего прогнозируемого оборота, то вы, скорее всего, обанкротитесь. Не делайте ремонт на все деньги. Для старта он должен быть минимально необходимым. И лучше вложите эти деньги в маркетинг. Поиск помещения – это только 30% успеха. И чтобы этот фундамент не рухнул, вам нужно понимать, как эти стены будут генерировать прибыль. Если вы еще не знаете, как свести дебет с кредитом, смотрите ролик на тему «Как написать бизнес-план». А если локацию нашли, но не хватает кэша на запуск, бегом на видео «Как привлечь инвестиции». А в комментарии напишите, какой самый дикий пункт в договоре аренды вам встречался. Увидимся в следующем ролике. Всем пока!